Добрый день! Сегодня будем вязать такой цветок спицами, чтобы в дальнейшем украсить им какое-либо изделие. Можно использовать совсем небольшие остатки пряж любых составов. Я буду использовать вот такую пряжу, это хлопок с акрилом, а для сердцевинки я возьму пушистую пряжу с длинным ворсом. Также нам понадобятся спицы подходящего для пряжи диаметра. В моем случае это круговые спицы, так как я буду вязать способом Magic Loop по кругу, но можно взять и чулочные спицы или 3 короткие гибкие спицы. Также необходимы будут ножницы и игла для сшивания трикотажных изделий. Можно еще взять крючок небольшого размера, им, возможно, некоторые элементы будет проще провязывать, но крючок брать не обязательно. Я покажу, в каких моментах он может пригодиться. Я буду набирать 35 петель, это 5 лепестков по 7 петель и плюс 1 петля для замыкания в круг. То есть в самом начале я наберу 36 петель. Цветок может быть с любым количеством лепестков, в этом цветке, например, их 7, но количество петель в каждом лепестке должно быть нечетным: 7, 9, 11 и так далее. От конца нити отмеряем примерно 40-50 см в зависимости от толщины пряжи. Рабочую нить фиксируем на указательном пальце, перекидываем конец нити через большой палец и фиксируем остальными пальцами обе эти нити. Формируем первую петлю, заводим спицу сверху и прокручиваем слева направо. Придерживаем первую петлю, заводим спицу под ближайшую к нам нить на большом пальце, подхватываем рабочую нить с указательного пальца и выводим через получившуюся петлю. Затягиваем. Продолжаем. Третья петля, четвертая, пятая, шестая. Набираем всего 36 петель. 36 петля. Давайте пересчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Сейчас я буду вязать способом Magic Loop по кругу. Немного смещу петли на леску, чтобы их распределить на 2 спицы. Сначала отсчитываем 21 петлю. Здесь остается пока 15 петель. В этом месте нужно будет вытянуть леску очень аккуратно, пока петли не окажутся на второй спице. Перемещаем петли на обе спицы. Переворачиваем вязание, проверяем, чтобы петли не перекрутились, особенно на месте перегиба. Здесь, напоминаю, 21 петля, а здесь пока 15, но одну петлю мы сократим. Конец нити находится справа. Последнюю провязанную петлю необходимо перенести на эту спицу. Аккуратно подвигаем петли ближе к кончикам спиц и последнюю петлю переносим на другую спицу. Можно это делать вручную, как я сейчас аккуратно подхватываю, или с помощью другой спицы или крючка. Подтягиваем нити, вытягиваем нижнюю спицу, ту, где сейчас меньше петель, затягиваем и рабочую нить, и конец нити, при этом придерживая петли. Сейчас нужно будет накинуть первую связанную нами петлю на последнюю, подхватить рабочей спицей эту петлю и аккуратно накинуть ее на эту петлю. Подтягиваем нити. Так мы сократили одну петлю. Сейчас на верхней спице 21 петля, а на нижней 14 петель. Далее я буду вязать лицевыми петлями по кругу.
Первую петлю здесь я переснимаю, не провязывая, только здесь, только в этом ряду. И вяжу лицевые петли, вводя спицу слева направо и подхватывая рабочую нить. Так я вяжу 21 петлю с этой спицы. Переворачиваем вязание, вытягиваем леску влево, так, чтобы петли оказались на спице, придерживаем рабочую нить, вытягиваем нижнюю спицу и продолжаем вязать лицевыми петлями и с этой спицы все 14 петель. Поворачиваем вязание, снова вытягиваем леску, чтобы петли оказались на спице. Итак, мы провязали один ряд по кругу, все 35 петель. В начале ряда конец нити всегда находится справа. Здесь провязана 21 петля, здесь 14 петель, всего 35. Теперь вытягиваем нижнюю спицу и продолжаем вязать лицевыми петлями до конца этой спицы. Далее поворачиваем, вытягиваем леску таким образом и вяжем петли с другой спицы. То есть мы последовательно вяжем петли сначала с одной спицы, потом с другой. И, соответственно, мы вяжем по кругу. Поворачиваем вязание. Так, мы уже провязали 2 круговых ряда лицевыми петлями. Всего мне нужно провязать 12 рядов, то есть нужно еще 10. Количество рядов может быть чуть больше или чуть меньше в зависимости от желаемого результата. Я провязала 12 рядов. Вот что получается. Это полотно цельное, связанное по кругу. Посмотрим еще и сверху. Теперь будем формировать лепестки. Вытягиваем рабочую спицу и нужно провязать эти 3 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого первую петлю я переснимаю, не провязывая, на рабочую, то есть правую спицу слева направо, поскольку я вяжу классическими петлями. Эти 2 петли вяжем вместе с наклоном вправо, подтягиваем нить и далее левой спицей первую петлю накидываем на вторую и снова подтягиваем нити. Так мы провязали 3 петли вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем эти 3 петли теперь уже с наклоном вправо. Заводим правую спицу слева направо во все 3 петли. Подхватываем рабочую нить и выводим через все эти петли. И подтягиваем нить, чтобы петля плотно находилась на спице. Далее нужно распустить эту петлю и весь столбец под этой петлей, то есть все петли до первого ряда. Аккуратно петлю за петлей распускаем. При необходимости помогаем спицей. До первого ряда распускаем. Последняя петля остается, в нее мы и будем сейчас провязывать. Вводим спицу спереди назад. Важно, чтобы она прошла под всеми этими получившимися протяжками. Так выглядит с изнаночной стороны. Теперь нужно подхватить рабочую нить. Давайте посмотрим. Эти 2 петли уже провязанные. И вот рабочую нить, которую нужно подхватить. Подхватываем и вытягиваем через петлю. Так, немного расправляем и подтягиваем нить обязательно.
В итоге мы провязали 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 петли вместе с наклоном вправо и эту петлю провязали под всеми спущенными петлями. Подтягиваем нить и повторяем эту же последовательность действий. Первую петлю я переснимаю на правую спицу, не провязывая таким образом. Эти 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и переснятую петлю набрасываю сверху на только что провязанную. Итак, 3 петли вместе с наклоном влево провязаны. Эти 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Вводим спицу под все петли, вытягиваем рабочую нить через все эти петли и подтягиваем. Следующую петлю спускаем со спицы и распускаем все петли под ней. Какая-то пряжа может легко распускаться, а пряжа шерстяная с длинным ворсом может цепляться. Тогда помогаем спицей или крючком освобождать эти петли. Последние петли распускаем аккуратнее. В последнюю петлю вводим спицу и под все эти перемычки проверяем с изнаночной стороны на всякий случай. Так, подхватываем нить и вытягиваем через эту петлю. Немного расправляем и подтягиваем нить. Уже получился полноценный лепесток. Далее повторяем те же действия. Первую петлю переснимаем, разворачивая. 2 вместе лицевой, подтягиваем нить и набрасываем первую переснятую петлю на вторую провязанную. Теперь эти 3 петли провязываем лицевой с наклоном вправо. Обязательно нить каждый раз подтягиваем. И последнюю петлю распускаем. Вводим в спицу и провязываем петлю под все перемычки. Затягиваем. На спицах уже 2 полноценных лепестка получилось. Поворачиваем вязание и теперь провяжем и эти 14 петель, формируя лепестки. Подтягиваем нить, вытягиваем рабочую спицу и повторяем те же действия. Провязываем 3 петли вместе лицевой с наклоном влево. Следующие 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Распускаем следующую петлю и весь столбец петель под ней до самого первого ряда. И давайте сейчас я покажу, как с помощью крючка можно провязать эту петлю. Вводим крючок в середину петли под все эти перемычки, подхватываем рабочую нить и выводим ее через петлю. Так. И надеваем уже на спицу. Таким образом, чтобы все петли у нас были направлены в одну сторону. Убираем крючок и затягиваем получившуюся петлю. Возможно, кому-то будет проще и удобнее воспользоваться крючком. Попробуйте и такой вариант. И еще раз провяжем 3 петли вместе лицевой с наклоном влево. Подтягиваем. 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. И последнюю петлю также распускаем до конца. И еще раз покажу, как провязать крючком. Важно, чтобы петли здесь хорошо держались на спицах. В этом случае вводим крючок, подхватываем нить крючком. Крючком проще получается подхватить. Выводим через эту петлю и надеваем на правую спицу таким образом. Затягиваем нить.
Вот что получается. Уже видны очертания цветка из 5 лепестков. Далее будем формировать сердцевину. Мы в начале ряда конец нити справа. Вытягиваем спицу. У нас есть лепестки и петля между лепестками. Петли лепестка будем провязывать 2 вместе изнаночной, эту петлю лицевой, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая. Итак, вяжем 2 вместе изнаночной. Рабочую нить перемещаем перед левой спицей, вводим правую спицу справа налево в обе эти петли, подхватываем нить и выводим ее. Затягиваем нить. Эту петлю между лепестками провязываем лицевой. Следующие 2 петли вместе изнаночной, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая. Здесь получилось 6 петель. Поворачиваем вязание. Здесь вяжем также петли лепестка, вяжем 2 вместе изнаночной, затем лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая. Так, нить перед работой, провязываем 2 петли вместе изнаночной. Лицевая, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая. Нить подтягиваем каждый раз. С этой стороны получилось 4 петли. Возвращаемся к началу ряда и смотрим, что у нас получилось. Всего осталось 10 петель. Теперь все эти петли нужно объединить на одну нить по кругу. Можно уже обрезать нить и просто иглой или крючком собрать эти петли на одну нить. Но я хочу предложить вам немного другой способ, чтобы отверстие в середине цветка получилось очень маленьким. Для этого нужно перенести последнюю провязанную петлю на другую спицу. Аккуратно смещаем петли к концам спиц и переносим петлю руками или с помощью крючка на другую спицу. Очень аккуратно. Затягиваем нить. На одной спице остается 3 петли, на другой, соответственно, 7. Вытягиваем дальнюю спицу. Вот перенесенная петля, и нужно первую петлю набросить на нее. Подхватываем эту петлю правой спицей, аккуратно подтягиваем и набрасываем слева направо на последнюю петлю. Придерживаю и рабочую нить, и петли. Следующую петлю также набрасываю на эту последнюю петлю. Петлю подхватываю, подтягиваю к себе и накидываю слева направо. Продолжаем. Подтягиваем петлю и набрасываем. Каждый раз петля будет становиться все больше и больше. Следующая петля. Подтягиваем и набрасываем. Подтягиваем и набрасываем. Подтягиваем и набрасываем. Эта петля осталась такой большой. Теперь эту последнюю петлю нужно перенести сюда. Я вытащу эту спицу, пока петля не присоединится к остальным. Теперь здесь 4 петли. Возвращаем все эти петли на спицу. Продолжаем повторять те же действия. Вторую петлю подхватываем и аккуратно
натягиваем на себя и накидываем. Следующую натягиваем и накидываем. Последний раз натягиваем. Если пряжа очень хрупкая, то здесь работаем аккуратно, чтобы нити не порвались. Итак, последняя петля. Нужно ее также вытянуть, затянув предыдущую тем самым. Очень аккуратно. Так у нас сомкнулось отверстие. Еще немного можно подтянуть. Убираем спицы и можем уже обрезать конец нити, вытянуть эту петлю. Получилась такая сердцевинка цветка. Эти лепестки можно расправить так пальцами, придерживая за середину цветка. Мы можем регулировать размер отверстия, можно его увеличивать и при необходимости пришить на отверстие для пуговиц, например, или непосредственно на цветок пришить пуговицу или бусинку той же нитью из середины цветка, например. Можно расстояние уменьшать, подтягивая конец нити, и сомкнуть полностью. Я немного оставлю отверстие, поскольку сердцевину я буду формировать из толстой пряжи. Конец нити я вставлю в иглу и выведу ее на изнаночную сторону. И здесь уже можно заправить нить в эти петли последнего ряда по кругу. И немного можно увести эту нить в сторону, чтобы пока она не мешала. Можно уже на этом этапе отрезать нить, но я оставлю, так как планирую пришивать цветок к вязаному изделию этой же нитью. И второй конец нити также уже можно заправить, если раньше этого не сделали. Я заправляю так по краю всего цветка и обрезаю нить. Если нить очень скользкая, то и с изнаночной стороны лучше заправить ее еще и по диагонали. Можно также еще крючком или спицей поправить некоторые петли, которые, может, легли не так ровно и аккуратно. А для сердцевинки я беру эту пушистую нить, небольшую длину отрезаю, вставляю в иглу и ввожу в середину, а вывожу на небольшом расстоянии от центра цветка в зависимости от желаемого диаметра сердцевины. И так по кругу. В середину вводим иглу, а здесь выводим. Можно и наоборот. А еще я немного распушаю нить такими движениями, так как ворс сильно приминается. С обратной стороны я фиксирую нить несколькими стежками. Вначале нить я не закрепляла, так как в этой пряже нет такой необходимости, она ворсистая и волокна хорошо сцепляются между собой. Обрезаем нить с изнаночной стороны. Эту нить, повторюсь, тоже можно обрезать, но я оставляю пока. Расправляю лепестки, можно цветок уже отпарить и использовать его как брелок, как брошь. Несколькими цветками можно украсить вязаное изделие или рубашку, или жакет, тренч или пальто. А также добавить на аксессуары, сумки, шарфы, косынки или украсить даже обувь. Надеюсь, что у вас получились
прекрасные цветы. Я благодарю вас за просмотр и реакции на это видео в виде пальчиков вверх, комментариев и подписки на канал. Вяжите с удовольствием. Всем пока!